37 тысяч новых вакансий появилось в октябре в одной из канадских провинций, а всего их на данный момент 316 тысяч. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Этот регион не только лидирует в Канаде по количеству рабочих мест, но и внедряет множество инициатив по созданию новых возможностей для сотрудников и по защите прав работников. Там хотят повысить минимальную зарплату, создать новые рабочие места в нескольких важных секторах и удвоить количество приглашаемых иммигрантов. Смотрите ролик до конца, и я расскажу, в каких секторах провинция будет приглашать работников, как она будет помогать в трудоустройстве и сколько зарабатывают жители этого региона. Привет, меня зовут Гульнара, я работаю в проекте Immigrant Today. Если вы смотрели предыдущие видео на канале, то уже могли догадаться, о какой провинции идет речь. Конечно же, это Онтарио. Провинция, где находится столица Канады Оттава и крупнейший город Торонто, и куда едет большинство иммигрантов. Я уже рассказывала о том, что Онтарио создает новые законы по защите иностранных рабочих, которых нет ни в одной другой провинции. Ролик можете посмотреть по ссылке в углу экрана или в описании к этому видео. На защите работников провинция не остановилась. В октябре она заняла лидирующую позицию в Канаде по количеству рабочих мест. Это неудивительно, ведь Онтарио очень населенный регион, где находится много компаний и предприятий. Провинция разработала бюджет на ближайшие годы, в котором описано, куда и для каких целей будут направляться правительственные инвестиции. А в ноябре правительство Онтарио обратилось к федеральному правительству Канады с просьбой увеличить количество иммигрантов по провинциальной программе в 2 раза. Сейчас провинция может приглашать всего лишь 9 тысяч кандидатов в год. Но если просьбу одобрят, то будет 18 тысяч. И это не считая тех, кто переезжает в Онтарио по федеральным программам иммиграции. В конце ролика я скажу, сколько в среднем зарабатывают жители Онтарио. Некоторые сферы экономики из-за пандемии серьезно пострадали. Например, здравоохранение. В Онтарио, как и в других провинциях, очень не хватает медиков. А начиная с 2021-2022 года и в течение ближайших 10 лет, Онтарио собирается строить новые больницы и дома престарелых и улучшать существующие. Так что нехватка работников только увеличится. Поэтому провинция поставила цель нанять 5 тысяч новых медсестер и 8 тысяч работников по уходу. Медсестры, к сожалению, не могут просто так устроиться в Канаде на работу. Для этого им нужно переучиваться и получать лицензию. Учиться можно либо в колледже, либо в университете. Если вам нужно подобрать учебное заведение и помочь с оформлением студенческой визы, то ссылка на услуги в описании. А если вы работаете в другой сфере, то дальше я расскажу, какие еще профессии востребованы в Онтарио. Важно также, что регион собирается уделять больше внимания психологическому здоровью медицинского персонала, чтобы они могли в любое время обратиться за помощью. Ведь ни для кого не секрет, что работа в больницах бывают очень стрессовые, особенно в пандемию. Помимо здравоохранения, Онтарио собирается инвестировать в развитие горнодобывающего и автомобильного секторов и создать больше рабочих мест в этих отраслях. В провинции нужны будут рабочие для добычи полезных ископаемых, строительства автомагистралей и работы в сфере поставок электромобилей. Правительство также нацелено восстанавливать туристическую отрасль, но про работу в ней почему-то на официальном сайте ничего не сказано. Хотя в целом по Канаде в этом секторе тоже наблюдается нехватка рабочих кадров. Еще один интересный план провинции – проводить ярмарки вакансий для квалифицированных специалистов и представителей рабочих профессий, чтобы им было легче найти работодателей. Правда, есть одно но. Скорее всего, эти ярмарки будут для тех, кто уже находится в Онтарио. И новость, которая, я думаю, вам понравится. С 1 января 2022 года правительство Онтарио хочет поднять минимальную зарплату до 15 канадских долларов в час. Это будет один из самых высоких показателей по всей Канаде. На момент записи видео такая ставка всего в 2 провинциях. В Альберте ровно 15 долларов и в Британской Колумбии 15 долларов 20 центов в час. Северные территории я не считаю. Кстати, напишите, какая минимальная зарплата в час в вашей стране. В Онтарио сейчас минимальная зарплата 14 долларов 35 центов в час. Если ее поднимут до 15, то в месяц с минимальной зарплатой будет получаться 2400 канадских долларов в час до налогов. Это много или мало? Предлагаю вам самим решить, посмотрев ролик про расходы средней канадской семьи. Ссылка в углу и в описании. В любом случае, минималку платят на неквалифицированной работе. Если у вас квалифицированная профессия или даже рабочая, но требует каких-то навыков, то вы будете получать больше. Так сколько же в среднем зарабатывают жители Онтарио? По официальной статистике от Статистического управления Канады в 2020 году средняя ставка в час в Онтарио составила 35 канадских долларов. В месяц это 5600, значительно больше, чем минимальная зарплата. А в год 67 200 до налогов. После уплаты налогов на руках останется
останется около 55 тысяч канадских долларов в год, или же где-то 4600 в месяц. В общем, Онтарио очень привлекательная провинция как для иммиграции, так и для трудоустройства. Искать работу в Канаде можно из своей страны, но вам нужно качественное резюме, написанное по канадским стандартам. В нашей компании есть специалисты, которые пишут резюме канадского формата. Ссылка под видео. Работу, правда, придется искать самостоятельно, и нужно быть готовым к тому, что многим приходится отправлять сотни или даже тысячи откликов на вакансии, прежде чем их позовут на собеседование. Поделитесь в комментариях, какую провинцию вы рассматриваете для переезда, если вы, конечно, уже определились. Или вам не важно, в какой регион эмигрировать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и дергайте колокол, чтобы не пропускать выход новых роликов. До встречи в следующем видео!